Начну с интересного факта. Новый Mitsubishi Pajero сейчас продают за 6 миллионов рублей. Сказать, что я был ошеломлен, узнав это от знакомого, значит не сказать ничего. Машина ведь не премиальная, просто большой рамный внедорожник. Но с учетом всех накруток, доплат и подарков, чтобы эту машину продали именно тебе, цена составляет ровно 6 миллионов рублей. Таковы современные реалии авторынка. И на фоне этого ценового безумия хочется задать один вопрос. Откуда у людей деньги на такие автомобили? Статистика говорит, что средний заработок россиянина составляет 70 тысяч рублей в месяц. Допустим, это правда, хотя в провинции такая зарплата редкость. Так откуда на дорогах столько новых машин, если у людей такие доходы? Как мне кажется, дело не только в официальных доходах, но и в том, сколько денег оказывается в кошельке. Разные подработки и нерегистрируемые доходы никто не отменял. Поэтому у многих доходы не ограничиваются одной зарплатой. Предположим, что все подрабатывают где-то на стороне, и часть денег остается у людей, минуя налоговые инстанции. Но даже так накопить на новый автомобиль стоимостью 2 миллиона рублей нелегко, хотя масштаб халтурок у всех разный. Допустим, человеку удалось накопить какую-то сумму, но на понравившуюся модель все равно денег не хватит. Логично было бы посмотреть в сторону более дешевых авто, но многие выбирают другой вариант. Автокредиты никто не отменял, и чем дороже стоят автомобили, тем чаще приходится брать кредиты. Кредит на машину берут по разным причинам. Кто-то просчитал инфляцию и повышение цен на автомобили и понял, что взять кредит сейчас выгоднее, чем продолжать откладывать и ездить на старом авто, вкладывая деньги в его ремонт. Эта позиция имеет смысл, что человек идет на покупку в кредит осознанно. Он осознает риски, ведь машина – это средство передвижения, с которым может случиться многое, а значит и ее стоимость может резко упасть. Хуже, когда автокредит берут в погоне за статусом и желанием быть не хуже, а желательно лучше, чем сосед. У него целый Q5 стоит во дворе, а я должен ездить на Черри? Здравый смысл подсказывает, что должен ездить на Черри, но хочется быть как сосед. Помимо автокредитов есть вторичный рынок, как более доступный способ получить статусный автомобиль. 80% людей мало что понимают в автомобилях. Мы здесь обсуждаем модели по двигателям и коробкам, преимущества и недостатки машин, а большинству людей это безразлично. Если открыть любой сайт с объявлениями о продаже авто, появятся сотни и тысячи предложений, и кто сказал, что машины в дефиците? Цены тоже высокие. 10-летний Q5 можно купить за 1,5 миллиона. Цена голой Весты. Но кто скажет, что люди на этих автомобилях обладают одинаковыми статусами? В общем, измерение статуса ценой автомобиля – это опасная игра, в которой можно сильно проиграть. Ездите на том, что можете себе позволить, и все будет в порядке. Гнаться за дорогими авто бессмысленно. А с сегодняшним повышением цен эта погоня все больше напоминает соревнование с ускользающей тенью. А какая средняя зарплата у вас в регионе? Пишите в комментариях.